Добро пожаловать, друзья! Предлагаем тест для истинных эрудитов. Чтобы успешно пройти его, требуется обширное чтение и знание из различных областей. Этот тест поможет вам взбодрить ваш мозг и провести увлекательное время. Ответьте на 12 вопросов и проверьте свои знания. От чего зависит местное время? От географической широты. От географической долготы. От удаленности от столицы. От власти. Местное солнечное время – время, определяемое для конкретного места на Земле. Зависит от географической долготы и одинаково на всех точках одного меридиана. Местное время различно на каждом меридиане, поэтому пользоваться им неудобно. По международному соглашению было установлено поясное время. Как называется японский вариант шашек? Нецки, бонсай, рендзю, кабуки. Рендзю – настольная логическая игра для двух игроков, сочетающая в себе, кроме спортивных элементов, также элементы искусства и философии. Возникла в Китае более 4000 лет назад. В начале нашей эры игра из Китая попала в Японию, где и получила наибольшее распространение. Что в Древнем Риме называли инсулой? Лекарство. Многоквартирный дом. Заболевание. Сладкий напиток. Инсула – многоэтажный жилой дом с комнатами и квартирами, предназначенными для сдачи в наем. Верхние этажи инсул занимали в основном бедняки, более зажиточные слои населения снимали более комфортабельные квартиры на первых этажах. В какой европейской стране нет постоянных рек и озер? Болгария, Венгрия, Мальта, Румыния. Мальта – островное государство в Средиземном море. На островах нет постоянных озер и рек. Небольшие реки появляются только весной, после дождей, но летом они пересыхают. Мальта вынуждена закупить пресную воду для бытовых нужд в соседних странах и строить опреснительные заводы. Воду, которая течет из кранов, пить не рекомендуют. Что в Турции называют словом семит? Ковер, бублик, дворец, макт. Семит – хлебобулочное изделие типа бублика с кунжутом, широко распространенное на Ближнем Востоке. Делается из теста, пшеничная мука, вода, дрожжи, соль и кунжута. Семит обычно подается на завтрак к чаю или кофе, отдельно с желе, джемом или сыром. Семит часто продают уличные торговцы, которые везут его на тележке или несут в лотке на голове. Купить можно в любом магазине и в любое время суток. Тривиальный – это какой? Старинный. Повторяющийся. Хэпигинальный. Эпатажный. Тривиальный – это термин, употребляемый в форме прилагательного или наречия. Тривиальный – это значит лишенный свежести и оригинальности, избитый, неоригинальный, банальный. Верное значение слова «тривиальность» – это обозначение степени упрощения чего-либо. Используется в математике, других науках и в обычном разговорном стиле. Термин не имеет универсального, точного определения. Когда отмечают День защиты детей? 8 июля, 24 июня, 1 июня, 1 июля.
День защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением Конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. Международный день защиты детей призван рассказать обществу о необходимости защиты прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг. По какой шкале измеряют твердость минералов? Шкала Рихтера, шкала Mohsa, шкала Кинси, шкала Анрап. Минералогическая шкала Mohsa представляет собой ряд эталонных образцов, размещенных по пунктам от 1 до 10 в соответствии с показателем относительной твердости. Порядок расположения включенных в шкалу минералов определялся методом механического нанесения царапин. Когда в Европу в XVI веке завезли табак, он считался чудодейственным средством для здоровья, сырьем для благовоний, чтобы изгонять злых духов, ядом для крыс и мышей, средством для чистки зубов. До XVI века табак произрастал только в Южной и Северной Америке. Первые изображения табака были найдены в древних храмах. В древнем мире растение использовалось шаманами и местными лекарями. Табаку приписывали целебные свойства, а листья применялись как болеутоляющее. В результате чего возник алкоголь? Поиска философского камня, случайного эксперимента с перегонкой, изъятие рецептов из летописи Древней Руси при ритуальных обрядах. В Западной Европе изготовлять крепкий алкоголь научились в средние века путем возгонки вина. Легенда гласит, впервые приготовил и выпил такой напиток монах-алхимик Валентиус. Протрезвев после сильного алкогольного опьянения, он заявил, что открыл чудесное средство, которое делает из старика юношу. Самая большая змея в мире – это водяной удав, тигровый питон, африканская мамба, малайский крайт. Зеленая анаконда, также известная как изумрудная анаконда или обыкновенный водяной удав. Анаконда является одной из самых больших змей в мире. Ее длина от 5 до 6 метров, а вес порядка 100 килограммов. Анаконда обитает в глухих малодоступных джунглях тропической части Южной Америки, в Бразилии. В какой стране придумали арабские цифры? В Саудовской Аравии, в Арабских Эмиратах, в Индии, в Египте. Арабские цифры, по мнению историков, пришли из Индии. Именно там возникла позиционная система счисления, состоящая из 10 цифр, включая 0. Первая дошедшая до нас запись числа в десятичной системе относится к 595 году нашей эры. Правда, выглядели эти цифры не так, как мы их пишем сейчас. Вскоре придуманная индусами система записи чисел попала к персам и арабам, а уже от них к европейцам.